Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня поговорим о том, что Nissan Patrol Nismo – универсальный Mercedes-AMG G63. Это просто смешно, и нам это нравится. Nissan Patrol, более известный нам, Янки, как Nissan Armada, самый большой и крутой внедорожник японского бренда. Он спроектирован как автомобиль для передвижения по бездорожью, так и более прочный, чем кроссовер с кузовом на раме. Но если бегать по пустынным дюнам и бегать куда угодно, делать что угодно вам не очень нравится, то, возможно, новое решение Nismo от Patrol поможет вам только если вы живете на Ближнем Востоке, потому что это единственный рынок, на котором будет продаваться этот Nismo. Подразделение Nissan Motorsports, Nismo, понимаете, в прошлом творило чудеса с целым рядом Nissan, а раньше оно даже брало в свои руки Patrol. Но этот новый Patrol Nismo обещает быть еще хуже, чем предыдущий. Первое, что вы несомненно заметите, это чрезвычайно глубокий передний бампер, переработанный конец, спортивные юбки и центральная задняя противотуманная фара в стиле F1. Ясно, что при проектировании этого Patrol компания Nissan не задумывалась об углах въезда и съезда, клиренсе или защите от камней. Поскольку обработка Nismo будет предлагаться только на моделях Patrol V8, Le Platinum City, мощность обеспечивается 5,6-литровым V8, мощностью 428 лошадиных сил и 413 фунт-фут крутящего момента. Гигантский внедорожник ездит на столь же огромных, 22-дюймовых колесах, а стандартная подвеска была заменена на установку Bilstein. Потому что управляемость – внедорожники за 6000 фунтов. Если вы не можете понять, почему Nissan попытался сделать Patrol более управляемым внедорожником, возможно, вы оцените дополнения, внесенные в интерьер. Рулевое колесо немного шито алькантарой, сиденья сделаны из специальных ковшей Nismo, а кабина, как говорят, стала более комфортной, благодаря большей дорожной изоляции, уменьшающей вибрации. Да, и небольшое обновление системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, предназначенное для пассажиров на задних сиденьях, помогает им сохранять прохладу в жаркие дни в пустыне. Итак, Nismo создала здесь чрезвычайно агрессивно выглядящий трехтонный внедорожник с кузовом на раме, с более жесткой подвеской, но с более комфортной кабиной. Необычное сопоставление, мягко говоря, но также, возможно, действительно замечательный. Он стоит $105 000, хотя, опять же, вы не можете купить его за пределами Ближнего Востока. Мы сомневаемся, что Nissan аналогичным образом откажется от Nismo в отношении американского рынка Armada, но мало ли. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.